Всем привет! Сегодня я ваш гид Вова. Расскажу про Ярославль. Это мой родной город. Сегодня мы находимся на Стрелке. Это место, где две реки, Волга и Котрасль, встречаются и обнимаются. Правда, клевое местечко? Так вот, Ярослав Мудрый также подумал. Но здесь уже было занято. Здесь жили язычники и поклонялись своему священному существу – медведю. Ярослав Мудрый победил медведя. И теперь символ Ярославля – нет, не князь, а медведь. Сегодня мы с вами будем охотиться на ярославских медведей. Погнали! Вот и первый медведь. Это медведь-пивовар. Здесь раньше проводились фестивали пива. Я это, конечно, не одобряю, но все же медведь, медведь. А у нас охота. Так что говорят, если ему потереть кружку, то исполнится желание. В Ярославле 69 церквей, 20 часовен, 3 монастыря и 4 собора. Это самый большой из них – Успенский. Он еще и самый новый. Его видно издалека, особенно тем, кто плывет по Волге. Клевый, да? Этот храм действующий, но в нем проводится много экскурсий и небольшой ремонт. Колокольни у храма нет, поэтому колокола стоят прямо на земле. Это Демидовский сквер. Это очень уютное место, но мы тут задерживаться не будем. Просто посмотрим медведя, губернатора. Смотрите, какой он толстенький. У него даже карта у ног лежит. Значит, он здесь главный медведь. Ну что, второй найден. Двигаем дальше. Вот сразу еще один. Вон он стоит. Вон стоит. У фонаря. Вот он наш адмиральчик. Это медведь-адмирал. Его сделали в честь Федора Ушакова. Это великий человек, гордость русского флота. Он не проиграл ни одной морской битвы. А это Ярославская набережная. У нее есть 2 яруса – верхний и нижний. Все любят по ней гулять. На Ярославской набережной находится много интересных мест. А еще с верхнего яруса открываются очень красивые виды на Волгу. Это беседка – символ города. Ее много где изображают. А мы направляемся в очень крутой музей. Называется «Музыка и время».
обедать! Приятного нам аппетита! Ну что, идем дальше искать новых медведей. Вон он. Это медведь-сеятель. Его поставили здесь, потому что ярославцы сеяли зерно. Как минимум пытались. И у некоторых получалось. А еще здесь есть карта Ярославля. Большая, железная. На главной площади Ярославля находится церковь Ильи Пророка. Это одна из самых красивых церквей Ярославля. Внутри столько рисунков, что все их и не рассмотришь. А мы двигаем дальше. Еще один медведик, только чуть побольше. Кстати, это пешеходная улица, называется улица Кирова. И она упирается прямо в Знаменскую башню. Раньше это были ворота в город. Ладно, Мишка, ешь свое яблоко, а мы идем дальше. Вот он. Что же это за медведь такой? Самая веселая улица, и, конечно, на ней нужен свой журналист. О, это ж памятник блогеру. Кстати, а вы поставили уже лайк? Ну и последний медведь на сегодня. Вот он. В Ярославле жил знаменитый певец Леонид Собинов. У него был очень необычный голос, которым он удивил весь мир. Мы находимся около театра Федора Волкова. Федор Волков основал этот театр, а потом стал известен и уехал в Москву. Там он простудился А этот театр стоит до сих пор. Пойдемте искать медведя и берегите свое здоровье. Кстати, а как вам такой медведь? Ну что, погнали дальше? Вот он. Это медведь-артист. Кстати, смотрите, у него на пьедестале нарисован Волковский театр. Гуляем по скверу. Сейчас выйдем на Красную площадь. Там в Ярославле есть Красная площадь. И на ней тоже есть Ленин. А еще на ней есть старинная пожарная каланча. А этот медведь Дед Мазай и его зайцы. Посмотрите, какой добрый медведик. А вот и памятник Некрасову. Он стоит на берегу Волги и задумчиво смотрит вдаль. А это речной вокзал. Здесь всегда кипит жизнь. Отсюда высаживают пассажиров разные теплоходы и ходят, как маленькие автобусики, маленькие пароходики и соединяют берега Волги.
Прокатимся на автобусе и переберемся в исторический центр города. На Богоявленской площади всегда пахло карамелью. А все почему? Тут была очень крутая кондитерская фабрика. И мы идем искать медведя-кондитера. В советские годы в Ярославле пекли очень вкусные торты, птичье молоко. Жалко, что сейчас так не делают. Я попробовал. Возле стен Кремля всегда торговали купцы. Они продавали разные товары, привезенные из разных уголков России. Тут были ярмарки и рынки, и всегда кипела жизнь. В Ярославле есть вот такой вот медведь. Его частенько одевают, и он рычит на прохожих. Наверное, по-дружески. Купцы пытались прославить наш город, и некоторые стали известны на всю страну. Например, Понизовкины. Кстати, моя пра-пра-пра-бабушка Елена Понизовкина. Как думаете, просто так? Но не будем отвлекаться. Идем к медведику. Возле нулевого километра стоит медведик-купец. У него есть денежки. Деньги отдай. Вот этому уж точно нужно мешочек потереть. Это место называется Подзеление. Здесь Минин и Пожарский собирали войско. В непростое время Ярославль был столицей. В память об этом в Ярославле построили часовню. Да вы сами ее видели. На деньках и в тетрадках. А сейчас посмотрим на Ярославль с высоты птичьего полета. Поднимемся на звонницу Ярославского Кремля. С этой высоты открываются просто чумовые виды на наш город. Давайте посмотрим вместе. Вообще, это не Кремль, это монастырь. Но его привыкли называть Кремлем. Здесь много музеев. А это, между прочим, Ярослав Мудрый. Ну что, отдохнули на 1000-рублевой лавке и двигаем дальше. А это уже набережная реки Котрусель. Здесь тоже селились купцы. Например, купцы Несытовы. Несытов любил фотографировать Ярославль и был блогером столетней давности.
Мы пришли к Ярославскому планетарию. Это медведик Космонавтики. Этот медведик поставлен в честь Валентины Терешковой, первой женщине в космосе. А все почему? Она родилась в Ярославской области. А это аллея со звездами. Тут есть звезды, на которых есть ладошки известных космонавтов. Идем по аллее Победы и встречаем медведика-конструктора. Он посвящен создателю танка Т-34. Вообще-то это главный танк в Великой Отечественной войне. Смотрите, а он-то с танком. Я ожидал. В Ярославле много заводов. Шинный, моторный, нефтеперерабатывающий. Поэтому здесь, на площади Труда, стоит последний медведик. Медведик рабочий. Даже не медведик, а целая семья. Смотрите. Сын, мама, дедушка и папа. И все рабочие. Ну разве что кроме сына. Вот такой вот Ярославль. Древний и современный. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Если вы знаете еще медведиков, напишите в комментарии. А я с вами прощаюсь. Пока. Для тех, кто досмотрел ролик до конца, последний медведик. Это медведик рабочий. Он находится в юбилейном парке, около фонтана. Мы специально доехали за ним в другой день, чтобы собрать всех медведиков.